Проходить демонов в 24 году – это как завести кота с паршивым характером. Он будет раскладывать комья шерсти тебе на подушку, угрожать твоим тапкам и мерзко орать по любому поводу, но ты все равно будешь испытывать к нему нежные чувства. Всем привет! С вами Ева, и сегодня у меня есть что сказать о Demon's Souls. Сразу оговорюсь. В оригинальные демонические души времен PS3 я не играла. В данном контексте речь пойдет именно о ремейк. Также ничего не буду говорить про PvP-составляющую, так как это отдельный слой игры, достойный полноценного разбора. И да, Demon's Souls сейчас это не тот проект, который способен дать хоть какой-то новый опыт, а некоторые решения в нем скорее будут вызывать недоумение. Но сквозь него, как сквозь призму, можно взглянуть на то, как From Software развивались и развивали Souls-like жанр. И именно в эту бездну я и предлагаю нам заглянуть сегодня. И вот мы здесь. С нами лютое инерционное управление, наше хлипкое ковыряло и щит, без которого бить супостатов за милишника вначале оказалось гораздо сложнее, чем во всех остальных играх маэстро. К имеющемуся в придачу идут точнейшая анимация добивания и полнейшее отсутствие ударов в падении. Теперь я понимаю, почему в первой части души этот прием преподносился как новая классная фича. Следом нас посвящают в то, что такое одуванчики и почему теперь именно эта разновидность сложноцветных будет твоей самой желанной травой на протяжении ближайших нескольких десятков часов. И каждый раз, выходя на известное место для фарма травы, я с болью вспоминаю волков из Bloodborne, истребляемых ровно с той же целью. Восхваляя изобретение Эстуса, да и идею совмещения этих двух механик в Sekiro и втором Dark Souls. И оттого только менее понятно, почему было решено обратиться к этой механике применительно к крови. Впрочем, возможно, в тот момент с ее помощью разработчик лишний раз пытался подтолкнуть игрока к исследованию. Но пока от нас это далеко. Сейчас мы новоявленный герой, прошедший тутор и уже благополучно умерший от первого демона. Этот прием явно пришел с разработчиком по вкусу, ведь его мы еще встретим как в Elden Ring, так и в приключениях Волка, где смерть буквально является необходимым элементом для продвижения по основному сюжету. Переосмысление той же идеи мы встречаем в первой Dark Souls и Bloodborne, где смерть также является триггером, но игрок уже может ее избежать. И уже вовсе не встречаем подобной игровой ситуации во второй и третьей частях душ. Хотя идея о том, что смерть — это обязательный элемент цикла, а главное в игре — это твой личный опыт, проходит красной нитью сквозь все вышеупомянутые игры, да и в целом является основополагающим столпом жанра. «Эволюционируй», — буквально шепчет тебе Миядзаки на ухо после каждой твоей смерти, начиная с Вангарда, заканчивая зверем Элдена. Нас ставят перед фактом, что душа персонажа теперь в местечке под названием Nexus. Хочешь вернуть душу? Будь котиком, победи демона. И да, на доспехи свои ты посмотреть сможешь только пока твоя душа с тобой. Все остальное время вот тебе синюшное свечение, за которым видны только примерные очертания. Таким набором, конечно, в Souls Fashion не поиграешь. Благо в дальнейшем этот прием мы больше не встретим ни в одной из игр студии. И если уж говорить про доспехи, то их, как и оружие, в игре крайне мало. Но благо все базовые архетипы уже присутствуют. Так, побродив немного по огромному пустынному хабу с кузнецом, в который приходят все встреченные или спасенные нами неписи, я так и не смогла понять, почему именно было решено отказаться от этой идеи в первых душах. Можно предположить, что она пала жертвой в угоду связанности мира, но даже если и так, то, судя по всему, запала в душу разработчикам. Ведь уже в последующих играх мы наблюдаем тот или иной хаб в каждом Souls-like релизе студии. Там же обнаруживаются обелиски телепорты по разным мирам. Явно эта же мысль получила свое развитие в надгробиях Bloodborne. Возможно, эта механика добавлена в игру в первую очередь ради удобства навигации по чашам, которые в свою очередь чем-то отдаленно напоминают миры демонических душ. Возможно, идея обелиска была бы вовсе не лишней и во втором Dark Souls. Вероятнее всего, так его слабоватая связанность мира, зияющая на фоне первой части серии, выглядела бы более гармонично. Но вернемся к нашему Нексусу. И побродив еще немного, я встретила милого мужчину с сундуком, знаменующего, что вот сейчас мы притронемся к очередной мрачной главе истории геймдизайна. Все, кроме душ, имеет вес. Ну а вес, который мы можем носить не только на себе, но и с собой в рюкзаке, ограничен.
Благо в ремейке вещи при перевесе автоматически отправляются в сундук и не приходится за ними возвращаться. Изначально не было и этого. Но благодаря этому мы все равно имеем дополнительный стат и дополнительные раздражители на ровном месте. Вот сейчас тебе нужна трава, но твой инвентарь забит недавно подобранным тобой доспехом, и трава летит в Nexus. Ну или же ты подбираешь новый меч, но для того, чтобы его попробовать, тебе необходимо вернуться к сундуку из своего невидимого нигде. Безусловно, это можно воспринимать как элемент нарратива, но я все же рада, что от него было решено отказаться в пользу удобства. И вот, предположив, какой уровень тлена нас ждет впереди, мы таки отправляемся в обелиск короля. И вот он, мост. Вот она, нависающая над тобой стена. Наконец, после стольких лет арт-дизайн можно разглядеть в приличной графике. И посмотреть тут и правда есть на что. Игра буквально заставляет то там, то тут отвлечься от будничного истребления тварей и переключиться в фоторежим. Да, не в каждой локации хочется это делать. Не в каждой локации это будет вообще иметь смысл, так как там настолько же темно, как в душе у человека, придумавшего болото в этой игре. И, к сожалению, ни один фильтр от этой непроглядной тьмы меня спасти так и не смог. Но там, где все же игра позволяет себя рассмотреть, эта картинка может поспорить со многими. Что же до факела, то тут нас встречают ошибки молодости. Ведь, к сожалению, мысль о них посетит разработчиков только ко второй части «Темных душ». Но вернемся к нашей стене. А на стене нас встречает очередная немезида от этой игры. Да и если уж на то пошло, не только ее. Орда бомжей. Тьма хилых мобов, истово стремящихся тебя уронить, забэкстабить или учинить еще какие бесчинства. И это ничего, это даже весело. А не весело в этом то, что чаще встреченные болванчики просто пытаются забить тебя числом. И при всем при этом нередки ситуации, когда их просто невозможно обойти. Что заставляет игрока раз за разом проделывать одни и те же выманивающие пасы руками, дабы все же пройти на пару шагов дальше. Что-то и это засилие мне неуловимо напоминает расстановку сил во втором Dark Souls. Пожалуй, навыку оббегания всего и вся я действительно обязана именно этой игре. И вот, мучительно прогрызая путь до первого босса, осмотрев все возможные закутки, заглянув под каждый камень и прощупав все стены, в демонов, кстати, ложная стена — это пока еще довольно редкий зверь, и любовь к подробному ощупыванию каждой подозрительной каменной кладки, ощутимый эффект возымеет только начиная с первой части душевной серии. Я замечаю, что в этой локации я брожу уже полчаса и встретила всего один костер. Начальный. Так я поняла, что светлая идея ставить костры хотя бы чуточку чаще начала закрадываться к разработчикам только в последующих играх. Хотя и там мы еще побегаем, как до Арториуса, так и до Теней Ярна. Уже меньше эта проблема будет выражена в третьих душах и нашла свое наилучшее на данный момент решение только с появлением Клини в Марике в Elden Ring. Но и там, видимо, в дань уважения нас все же заставляют побегать, особенно по Фарум Азула. И можно было бы подумать, хорошо, костров нет, но, видимо, локации построены таким образом, что нет необходимости в их большом количестве. Но нет. Шорткаты в этой игре, к сожалению, такая же редкость. И зачастую локация — это просто длинная кишка, порой свернутая в кольцо. Но что поделать, извилистые пути нас ждут только в следующих играх. А сейчас, наконец, дверь открывается под внушительную сцену вылетающего из нее огромного копья. Выглядит будоражуще. Но по сути, это копье и абсолютнейшая нечитаемость происходящего — это все, что можно найти в фаланге. Не просто так в дальнейшем этот босс стал обычным мобом в душной серии. Раздражающим, но не более. Ну да ладно. Первый босс, умирающий с первой попытки, экая невиды. Сдается мне, эта концепция выбрана вполне осмысленно, так как она задержалась в играх Миядзаки вплоть до появления Bloodborne. Даже в Sekiro еще первый босс был максимально прост. В чем заключалась их задача, можно только гадать. Возможно, в том, чтобы игрок почувствовал свои силы. Зато после идея развернулась на все 180 градусов. Один Гундир только чего стоит. Я уже молчу про Маргарита. И вот, после блистательной победы над невероятным врагом, игра наконец знакомит нас с основным, воистину сложным противником — квесты. Должна отметить, что в витиеватости подачи сюжета демоны достигли уже достойного мастера уровня. Хотя и рассказывают на удивление много. Но вот мы получаем задачу. «Иди, — говорит дева в черном, — чей образ мы теперь будем встречать буквально в каждом релизе студии. Поговори, и будет тебе счастье».
Звучит просто, но если вам в жизни удалось натренироваться в поисках иголки в стоге сена, то с этим квестом вы должны разделаться в 2 счета. Мне повезло меньше. И я буквально пробежала несколько раз вдоль и поперек по ощущению все этажи до нелепости огромного Нексуса, не имея ни малейшего намека на понимание, где именно искать и как искомое выглядит. И я до сих пор не уверена, что я осмотрела все. И вот проходит 10 минут, 20, полчаса, а по ощущениям уже полжизни, уже собрав кучу подсказок, я таки обратила внимание на одного из десятка других точно таких же сидящих у стены монахов. Все, что его отличает от остальных — маленькая свеча. Черт возьми, эта игра настолько не хочет, чтобы в нее играли, что она намеренно прячет от игрока основной квест. Здесь мастер переплюнул сам себя. Благо в дальнейших играх все было не настолько плохо. Разве что Герман иногда приходится поискать в кустах, но это буквально несравнимо. А мы тем временем добираемся до злополучного моста с драконом. И так как только за одну эту игру мы пользуемся драконами для очистки пути минимум 3, и его же мы встречаем уже в первой части душ, мысль с таким ивентом явно очень понравилась разработчикам. Только в отличие от первой части, демоны чувством меры и еще и не обзавелись. Потому пробежать по одному из таких мостов придется не 1 раз, а 3. И при этом ты имеешь шанс быть съеденным собаками, убитым в спину арбалетчиками или просто зарезанным бомжом с ножичком. И да, это путь к боссу. И да, никаких шорткатов. Возможно, это все же сознательный шаг. Босс начинается не с туманной стены, а с костра перед ним. Тогда это многое объясняет. Менее утомительным, правда, это не становится. Каждый раз радуюсь, что эта идея канула в лету. И вот с горем пополам, все же преодолев это чудо геймдизайнерской мысли, мы встречаем рыцаря башни. Сам по себе босс с задумкой. И довольно занятно понаблюдать за тем, как идея этого босса со временем разделилась на 2. Железный голем из Dark Souls, являющийся воплощением непосредственно самого рыцаря, и возродившимся из Bloodborne, повторившим идею построения боя и арены. Что в демонах, что в Bloodborne концепция «пробеги и убей сначала всю мелочь», а там их человек 10, скорее утомляет, чем является интересным испытанием. Сам же рыцарь довольно неплох. Так, после долгого и довольно заунывного боя босс был повержен. Пожалуй, здесь я поняла, что заунывность — это именно та приправа, к которой стоит привыкнуть при прохождении демонов. Тем проще будет встречать все новые и новые препятствия, требующие от тебя скорее усидчивости, чем находчивости. А перед нами тем временем стена. «Иди, — говорит, — убей демона, и только тогда я тебя пропущу». Идею таких стен From Software также не забыли, и мы еще не раз встретим ее в том же Elden Ring. А сейчас нам ничего не остается, кроме как грустно топать обратно в Nexus и оттуда к следующему обелиску. Обелиск подземного короля. Возвращаясь к идее с обелисками, именно во втором мире я почувствовала ее плюсы. При всей красоте и иммерсивности связанного мира первой и третьих частей душевной серии, такой подход все же лишает игрока разнообразия, доступного в демонах. И даже учитывая ветвистость тропы темных душ, в них все же есть строгая последовательность. И если ты уже люто задушился в локации, то у тебя не так уж и много альтернативных путей. И смотря на проблему с этой позиции, пока проигнорировав ее очевидные минусы, затея с обелисками в целом начинает выглядеть довольно изящно. Она решает не только проблему несвязанности мира, а еще и дает возможность переключиться между разными биомами и проблемами практически в любой момент. Ведь большую часть игры ты можешь отправиться в любой из миров. И, пожалуй, продолжателем этой идеи можно назвать открытый мир Elden Ring. Ну а мы тем временем в шахтах. Проход к ним выжигает глаза своим ядовито-оранжевым небом из-за пересвеченных настроек яркости из прошлой локации, отчего невольно хочется начать искать баллончик с серебряной краской, представляя себя участником Дороги Ярости. Но это не стало основной проблемой. Больше впечатлил тот факт, что теперь мое ковыряло, которым я только что уговорила 2 боссов, практически не работает на самых обыкновенных бомжах. Дойти до мысли, что местные рудокопы обладают такой лютой сопротивляемостью к оружию с режущим уроном и уязвимостью к колющему, я смогла далеко не сразу. А принять эту мысль я не могу до сих пор. И основное, что поражает, это нарративный диссонанс. Почему эти существа обладают таким сопротивлением? Это недостаток витамина D или что? Потому как внешне они об этом нюансе никак не сигнализируют.
К счастью, в дальнейшем эта, по сути, неплохая мысль найдет свое развитие в чем-то более понятном, как те же скелеты или горгульи. И вот, перебрав немногочисленное оружие в инвентаре, с трудом подобрав то, чем я хотя бы могу пользоваться, я таки смогла сдвинуться с мертвой точки. Конечно же, умирая. И именно здесь, во втором мире, я внезапно поняла, что этот странный глаз, меняющий еле заметно свой оттенок, это не просто красивая картинка из оформления, это чертовски важная вещь. Тенденция. И вы бы знали, как в этот момент я была рада, что эта механика похоронена вместе с демонами. Ведь что по сути собой является тенденция? Тенденция — это явный пример интересной идеи на бумаге и ее отвратительной реализации в жизни. Хотя даже с первым утверждением согласиться порой сложновато. И именно смерть в телесной форме в мире является наиболее вероятным фактором, который столкнет ничего не подозревающего игрока с этой мудреной механикой. Вот, победив босса, ты обретаешь свою телесную форму. Довольный бежишь дальше, но рано или поздно фразой «вы умерли» совершишь быстрое путешествие на костер. Ну, умер и умер. Но для начала стоит учесть, что после смерти телесной формы у тебя отнимается часть хитов. При любом раскладе. В результате чего всегда приходится носить с собой кольцо, частично нейтрализующее этот дебаф. Да-да, привет опять Dark Souls 2. От таких параллелей я все чаще начинаю задумываться, а не являются ли вторые души больше идейным наследником демонов, чем первые. Но это полбеды. Вторая половина в том, что в далеком 2009 году разработчикам From Software все еще регулярно отказывало чувство меры. И помимо сниженного здоровья нашего протагониста, здоровье всех обитателей этого мира и силы их атаки увеличивается. То есть мы еще и начинаем дополнительно страдать от каждого из многочисленных бомжей. Смешнее только то, что при убийстве босса эти хиты восстанавливаются, и тенденция меняется в сторону светлой. Получается логика: если тебе сложно, мы сделаем тебе и еще сложнее. Если ты стал сильнее, мы сделаем тебе еще легче. Тот, кто это придумал, истинный злой гений. Но если забыть об этом недоразумении, то в остальном идея выглядит даже неплохо. В зависимости от твоих действий в игре открываются или закрываются те или иные проходы, что дает игре дополнительную реиграбельность. Вот только тебе об этой механике придется скорее догадываться. Добровольная игра покажет разве что странное меню, не дающее никаких объяснений. И еле заметно изменившийся индикатор в игре, как при загрузке локации, так и рядом с полоской хитов. И что самое прекрасное, чтобы избежать затемнения тенденции мира, не ставя себе пройти его без смертей, необходимо теперь после каждого босса сходить и раскомнадзорнуться в Nexus. Ведь за смерть там нет никаких последствий, кроме отнимающихся хитов. Справедливости ради должна отметить, некоторые события можно лицезреть не только при полной светлой, но и при полной темной тенденции. И что при темной тенденции враги приносят больше душ и лута. То есть в этом есть какой-то баланс и интерес. И, пожалуй, основная проблема только в том, что изменить сложившуюся тенденцию крайне сложно. И вот теперь мы обречены ощущать свободное падение после каждого убийства босса просто потому что. Но вернемся к самому второму миру с его душными шахтами и ко второму кузнецу, который, к сожалению, наотрез отказывается отправляться с нами в хаб. А вот нам возвращаться к нему придется, так как только он может улучшать особое оружие. И только он может выковать оружие из душ боссов. И ох уж эти кузнецы в прекрасном нигде. Но если до кузнеца в демонах дойти довольно просто, то почему фромы в первых душах, да и во вторых тоже, решили, что это хорошая идея ставить непися, к которому ты будешь бегать по расписанию так далеко от костра, я понять не могу. Благо и от этой идеи все же избавились, как, кстати, и от починки, что являлось в очередной раз скорее утомительной механикой, чем имеющей какой-то смысл. Здесь же можно затронуть механику и создания оружия. И тут разработчик подарил нам очередную оду усложнения. Оружия в игре и без того мало, так часть из него еще и закрыта стеной гринда. Ведь чтобы получить особое оружие, тебе не только нужно убить босса и принести его душу кузнецу, тебе еще и необходимо отдать за него вполне определенное и зачастую неплохо так прокачанное другое оружие. Например, меч плюс 6. И это я молчу про то, что понять, какое именно это должно быть оружие без вики, можно только методом проб и ошибок. И да, часть камней для прокачки можно купить у ближайшего торговца. Но если учесть, что далеко не каждый будет прокачивать много разных видов оружия, я, например, до плюс 6 прокачала лишь одно оружие за всю игру,
то в этот момент игрока вновь настигает фарм. И пусть нарративно мне эта механика понятна, из души босса можно сделать не абы какой меч, материал нужен соответствующий, но вот функционально это мрак. Благо, функциональность таки победила ко второй части душевной серии. Продолжая бродить по темноте второго мира, от которого уже немного болят глаза, подбирая кольца, которые мне просто некуда девать, так как пальцев в этой игре у меня всего 2, и один однозначно занят уменьшением проклятия. Лекарство от механики, но вы помните. Отбиваясь от тьмы бомжей, нормально убиваемых только бэкстабами, и огненных слизней, убивая которых в мили крайне сложно не получить урон. Ведь нашему персонажу обязательно надо сделать шаг, дабы этот урон нанести. При условии, что эти слизни еще и любят сваливаться на тебя со стены и запирать на тонком мосту, то сыграть в игру «Сдохни или умри» над озером лавы становится чертовски легко. Пожалуй, в этом месте я в первый, но далеко не в последний раз ощутила накатывающую волну негодования от того, что игра сложная не в интересных механиках. В механиках она как раз-таки чертовски простая, а в ее кривости. И это даже не сложность, это обычная такая житейская духота. Думала было начать расстраиваться, но тут же рядом я вновь встречаю очередной довольно важный элемент жанра – рычаг, убирающий лаву на пути до босса. Нечто подобное еще будет использоваться во второй части душ, где это было реализовано наиболее интересно. Идейно же мы еще не раз встретим босса, награждающего за исследование, как в этой игре, так и в последующих. Как, например, шкатулка из Bloodborne или оковы Мога и слеза в Элдене. По сути, в этом, как и в скрытых проходах, нет ничего необычного. Явный привет из метроидваний. Но такие мелкие деталюшки мне лично находить чертовски приятно. И вот я таки прихожу к кому бы вы подумали, ну, конечно же, какая игра тех лет, да без босса-паука. И этот босс в очередной раз познакомил меня с тем, насколько же кривая эта игра. Но насколько она гениально ловит своих игроков. Хотя я не уверена, что такая задумка присутствовала в ней изначально. И есть в соус-лайках золотое правило – бить со спины. И мало кто его нарушает. И увидев перед собой огромное членистоногое, истово плюющее в меня огнем и угрожающее подергивающее жвалами, я сделала логичный для меня на тот момент вывод. Надо идти под хвост. И каково было мое удивление, когда меня не только замедлило, так еще и при нажатии на кувырок мне подрубали анимацию такой натужной, но максимально ленивой попыткой сдвинуться с места, что вначале я решила, что я пропустила удар, от чего потеряла баланс. Кстати, механика баланса, она же пояс, в демонах нас еще не посетил. И, конечно же, в этот момент я получила урон. И, конечно же, смерть. Босс, как уже повелось, довольно быстро упал, но в остальном в его механиках не было ничего удивительного или необычного. Ну а встреченную мной убийственную анимацию я еще не раз вспомню. А пока я счастливая потопала дальше. К сожалению, счастье — это очень опасная эмоция в играх Souls-like жанра в целом, и в Demon's Souls в частности. От этой эмоции ты расслабляешься. А если ты расслабился, то в большинстве случаев это значит смерть. От счастья моего не осталось и следа уже через пару минут, так как впереди меня ждала толпа буквально мной практически непроходимых бомжей. Но вы помните, да? Сопротивляемость плюс испорченная тенденция мира, да и силы врагов после боссов всегда ощутимо возрастают. Внешне же при этом они совершенно никак не меняются. Ну и ведут себя ровно точно так же. В этот момент я поняла, что от этого мира мне пора все же отдохнуть. В целом идея ясна и сработала ровно так, как и должно. Тебе создают сложность в мире, дабы ты отправилась изучать, что там за остальными обелисками. Но создавать сложность, просто тупо накидав целую тьму довольно жирных тварей, это те ошибки, которые фромы шаг за шагом перерастали с каждой новой игрой. И к третьей части такую ситуацию уже надо поискать. Но пока мы в демонах, и здесь это обычное дело. И только побродив немного по другим мирам, я вернулась с новыми силами как в руках, так и в глазах. Потому как в остатке этой локации меня опять ждали бесконечные темные норы огромных ярко-огненных слизней с одной стороны и просто тьма с другой. Пришлось опять переключаться в яркость, чтобы хотя бы что-то видеть. И вот, когда я наконец буквально прорвалась сквозь толпу бомжей, дальше меня ждали только из-под земли вылезающие шейхулуды, обладающие разве что прекрасной способностью убивать одним плевком. Но в целом, после всего пройденного, это уже не такая уж и большая проблема. Ну и, конечно же, меня ждал паркур. Добавлять в игру с таким управлением локации, где надо совершать хотя бы один прыжок, это уже проявление садизма.
Но каждую игру Миядзаки упорно предлагает нам новую и все более изощренную BDSM-сессию, так и не сказав нам, какое стоп-слово. Разве что в дальнейшем добавив кольцо кошки, чтобы можно было продлить процесс. Спасибо, хотя бы в последних играх маэстро стал все же помягче и добавил нормальный прыжок. Ну а что же до паркура в демонах, это было быстрое, но очень страшное путешествие. И не имея я опыта в других соусах, то это была бы, скорее всего, смерть. И вот, наконец, после всех страданий, опять не обнаружив ни единого шортката, вижу перед собой туманную стену. И с одной стороны, вроде уже пора бы появиться боссу. Да и внизу заметки подозрительные, но с другой что-то во мне все же надеялось на то, что не заставит же игра проходить меня весь этот путь еще раз. На счету души не на один уровень, а передо мной босс. Огненный соглядатый. И, честно сказать, я совершенно его не поняла. Во-первых, из-за того, что на него просто было невозможно смотреть. Ведь если прийти к нему с фильтром яркость, цветокор будет настолько люто выжигать глаза, что БПМ будет казаться невероятно щадящей по визуалу игрой. А во-вторых, у босса 3 атаки. Стой за спиной, бей. Не заходи в лужу лавы, в которую я, конечно же, благополучно заходила, так как смогла разглядеть ее только после убийства босса. Но все равно, по сути своей, это довольно посредственный босс. Даже сходу какую-то яркую аналогию с ним не могу провести. Разве что демоны из плавильни из 2 части душ, да старого короля демонов из 3 можно назвать продолжателем этой идеи. Без долгих предисловий нам подсовывают следующего босса. И вот это уже весьма концептуальная тварь. Бог драконов из тех, кого надо понять, принять, проникнуться идеей, что далеко не каждая стена защитит тебя от огня, и что смотреть надо в первую очередь в глаза. Ну и что бить драконов в лапу это не просто бесполезно, скорее даже вредно, так как приводит тебя к быстрому путешествию на костер. Очередная мысль, неплохо выглядящая на бумаге, да и на деле в целом сносно, даже эпично, но как-то странно для последнего босса локации, да еще и носящего такое звучное имя. Потому что, видимо, подбородок, а особенно рог на нем, это драконова ахиллесова пята. Иного объяснения я не могу найти. И я была бы очень рада посмотреть на доработанную идею этого дракона, потому как на самом деле это гораздо веселее, чем 10 минут бить Мидира. Возможно, продолжением идеи изящного убийства дракона может быть тактика с прыжком в убийстве древней Виверны из 3 душ, но не более. Кстати, именно здесь мое незнание о том, что такое тенденция в начале игры, меня догнало. Добыть меч я так и не смогла. Ну а следом у нас идет обелиск королевы башни. И 3 мир не церемонился с игроком, как предыдущие 2, и с порога мы попадаем сразу в тюрьму надежды. Место и правда вполне оправдывает название, так как оно явно создано лишь для того, чтобы подарить игроку ощущение потерянности, безысходности и всепоглощающей безнадёги. Ведь что может быть лучше нескольких этажей бесконечно одинаковых коридоров? На этот раз все же с редкими ктулхуподобными тварями, но все еще убивающими тебя с одного комбо. Добавим к этому плохо различимые тонкие проходы и излюбленную темноту, где порой уже пройденный путь, найденный единожды буквально на ощупь, также мучительно придется искать и в следующий раз. И получим настоящего праотца канализации под Линдейлом. Эта локация буквально создана для того, чтобы сводить с ума. Одно но – канализация меньше, и она не является обязательной локацией, в отличие же от тюрьмы, из которой, как оказалось, действительно чертовски сложно сбежать. По ощущениям, это место забрало у меня лучшие годы жизни. И когда я, наконец, выбралась, происходящее казалось настолько блеклым, что не тройная баллиста на мосту, не то, что на балконе около арены с боссом есть моб, которого, если не отправить на тот свет заранее, резнет босса. Все это уже не вызывало у меня вообще никаких эмоций. Кажется, тюрьма надежды с отличием выполнила роль дементора. Я даже не сильно удивилась очередному гению геймдизайнерской мысли, топая от первого костра до босса через всю локацию, благо там хотя бы один шорткат есть. Тем не менее, очередной вариант локального ада был пройден, а передо мной босс. Идол глупцов – идея, которая будет активно развиваться в каждом втором маге от студии, сохраняя свою основу из копий магических стрел и телепортов, благо без подставы в виде убитого мною моба.
Ну и, пожалуй, не припомню такие же ловушки, расположение которых необходимо запомнить. И если почему-то ты не успеваешь окинуть арену взглядом с высоты птичьего полета, ну, не повезло тебе. Впрочем, я не жалею, что от этой механики решили отказаться в пользу явных шипов. По обычаю, босс не несет в себе особой сложности, а в данной ситуации это было даже как-то обидно. Ведь я так долго и мучительно до нее добиралась. Но все мои разочарования сдуло ветром следующей локации. Верхняя Латрия. И если я во втором мире негодовала от того, что мобы перекрывали проход на узких мостах, то я, черт возьми, ничего не знала. Именно Латрия научила меня ходить буквально по воздуху, цепляясь педикюром за бордюр моста в попытке обогнуть очередную, не в меру упитанную, горгулью. Идея локации проста. Пробеги по башням, урони сердце. После этого тебе откроется босс. Приятно, что эта идея вообще есть, и гораздо приятнее, что теперь не нужно бродить по одинаковым коридорам. Да и сама кат-сцена падения сердца запоминается. Но если в верхней части тебя просто роняют с моста, то дальше все еще приятнее. Вот ты в какой-то момент уже с ощутимым количеством душ на счету встречаешь подвесную клетку. Честно сказать, не встречая я ее ранее, скорее всего, я бы на нее даже внимания не обратила, так как она идеально вписывается в окружение и вообще никак не привлекает внимания. Но в памяти начинает всплывать Bloodborne и сказ о том, как полезны были эти клетки в виде шорткатов там. Преисполнившись надежд, я заскакиваю в эту клетку, представляя мирное путешествие до костра, но клетка медленно и очень печально уносит меня прямиком вниз. И вот я стою по колено в крови, до костра 2 пути. Либо обратно через пропущенных мною горгулей, что скорее всего смерть, либо рискнуть, осмотреться и найти более удачный выход. Но это скорее всего тоже смерть. И вновь коварный геймдизайнер хитро заставляет меня идти на риск, подсовывая на этот раз каких-то тварей прямиком с Ишимуры, у которых еще и хвост отрубать можно. Что занятно, уже здесь разработчики начинают готовить нас к одной из механик босса. Довольно приятный, но, к сожалению, до сих пор очень редкий ход. И также, к сожалению, игра на этом не останавливается. От костра до меня, как до другой стороны Скайрима. Я на узкой тропе, а передо мной фантом в виде усиленного ктулху из предыдущей локации. Кстати, фантомы такого рода с нами теперь до конца. И не только этой игры. И очень радует, что чем дальше, тем интереснее и уникальнее они становятся. Но пока мы имеем, что имеем, и страдая и негодуя, я таки прогрызла себе путь. И вот тут, должна признать, было и правда радостно. Когда, прорвавшись сквозь супостатов, я закрыла круг и смогла вернуться к костру. Пожалуй, это и правда тот элемент, который со временем мы потеряли в играх From Software. Изучение локаций необходимо и по сей день, но раньше, благодаря редким кострам, на кону стояло гораздо больше. И запасаясь расходниками, игрок самостоятельно ограничивал себя в том, как далеко он готов зайти. Пришло время добраться до очередного босса. К этому моменту я уже ждала подставу от игры в виде геморройного пути, но все еще верила, что будет сносно. И тут я прихожу на узкую винтовую лестницу над обрывом, на которой стоит красный ктулху. Эта тварь оказалась настолько фантастической, что о месте ее обитания хочется забыть как можно скорее и желательно навсегда. Ведь там впереди босс. Приходить к нему полудохлой — идея, мягко говоря, не лучшая. Остается тратить траву, что неминуемо приводит к фарму. Убить тварь тоже довольно сложно, так как моб весьма жирный. И что самое страшное, не одноразовый. Благо, столь же мрачных раскладов мы больше не встретим в играх Фромов. Даже если это и будут усиленные мобы, то они будут либо одноразовыми, либо оббегаемыми. И вот мы добрались до вершины башни, а перед нами людоеды. Прадеды всех горгулей, встреченных дальше, начиная от первого Dark Souls, заканчивая Elden Ring. Но именно людоеды — это босс, призванный сломать как психику, так и зачатки любви к играм жанра, по сути являясь скучным и абсолютно сломанным энкаунтером. В нем плохо все, начиная от того, что это просто двойной босс, у которого всего пара атак, заканчивая тем, что у него слишком маленькая арена, на которой практически невозможно маневрировать. Опять же, берем в расчет управление. У него слишком много урона и слишком много хитов, даже при условии, что используется огненное оружие. И что самое в этом неприятное, он слишком много времени находится вне зоны досягаемости для мили-атак.
То есть его просто некогда бить. Но тем интереснее выглядят те же самые горгульи в первой части душ. Как им ощутимо подкрутили баланс и в итоге сделали их, возможно, даже слишком простыми. И как там же добавили бонус за отрубание хвоста в виде оружия. Как, осознав, что горгульи перестали создавать проблемы, решили пойти по типичному пути для вторых душ. Просто увеличить число этих самых горгулей. И что в итоге с ними стало в Элдоне, где и хвоста-то не осталось. И с арены тебя больше никто уронить не сможет. Им вновь вернули жир, но обмазали их новыми приемами до неузнаваемости. Благо, уже ко второй части душ горгульи ушли в разряд необязательных боссов. Но вернемся к людоедам и их невероятному балансу. Можно было бы сказать, что проблема в том, что я слишком рано пришла к ним, что стоило бы так же, как в предыдущем мире, отправиться к следующему обелиску, но локация мне далась легко, из чего я сделала вывод, что тут сложностей возникнуть не должно. Тем не менее, этого босса я решила отложить и вернуться к нему уже только под самый конец игры. И только вкачав хитов, подобрав оружие и пополнив запас терпения и травы, я пришла и просто убила их. И это было скорее долго, чем как-то сложно или интересно. А в итоге просто разочаровывающе. И, пожалуй, именно в третьем мире я ощутила проблему распределения миров по обелискам. При такой значимой прокачке персонажей миры становятся слишком сложно, а то и вовсе невозможно сбалансировать, для того, чтобы в каждом из них было хоть как-то комфортно находиться. Отчего, возможно, мы имеем ситуацию, где босс из 5.2 убивается с первого захода с середины игры, а из 3.2 только под самый ее конец. Что примечательно, в том же Элдоне студия вновь наступила на те же грабли с непросчитываемой прокачкой игрока. Просто на этот раз уже более сглаженно из-за масштабов игры. Впрочем, идея с тем, что ты сможешь встретить высокоуровневый контент, который будет откусывать лицо практически в начале, мы будем встречать еще не один раз. Разница, пожалуй, в том, что чем дальше, тем более наглядно игра сигнализирует о том, что вот сейчас точно будет боль. А в демонах же это понять довольно проблематично. Следующий же босс – очередная идея, принесенная Фромами через года, которую, к сожалению, я так и не смогла ни разу прочувствовать в полной мере. Босс, за которого может играть реальный игрок. Ни в демонах, ни в третьей части душ мне так и не повезло встретиться не с неписем. Но внешне старый монах мне чем-то неуловимо напоминает дьяконов из глубин. Довольно сложно сказать почему, возможно, из-за визуального шума. Что же до призванного защитника старого монаха, непись, безусловно, выглядел эффектно. Я не удивлюсь, если именно он и стал родоначальником всех остальных невероятных шапок в игре мастера. Но больше сказать про этого босса мне и нечего. И вот, вновь совершив победный обряд с прыжка с лестницы в Нексусе, я решила, что пора посмотреть на то, а что там в 5-м мире. И ткнула на обелиск вождя. И настало время террора. Вначале я окунулась в непередаваемую атмосферу прото-Блайттауна, где еще большее количество бомжей, вооруженных огненными копьями, даже не думали умирать от бэкстаба. Что уж говорить про честный бой. И с тем же неповторимым усердием, как и в вышеупомянутом дивном местечке, они старались поймать меня на узком мосту. И если не уронить, то хотя бы просто забить тапками и ощущением собственной бесполезности. Я не понимаю, как это место вообще проходить без щита и такой-то матери. Ну и, конечно же, темно, враги лезут изо всех щелей. Костер один, шорткат один, который опять-таки позволяет срезать лишь малую долю пути. Пока я продиралась сквозь орды по дырявым крышам ветхих лачуг и молилась, как бы подо мной в очередной раз не провалился пол, в голове неуклонно свербила одна мысль. И вот это вот все мне нужно будет проходить, если умру. И я умирала. И нет, я умирала не на боссе, а от геймдизайнерских засад, от решений человека, настраивавшего свет. Но чаще я умирала от бомжей, вернее бомжей побольше из стадий мелких прихвостней, которые по сути из себя мало что представляют, но вместе они сила. И сила их в бесконечном станлоке. Это было долго, и это было мучительно. Но если отбросить всю волну негатива, что захлестывало меня в процессе прохождения этой невероятной локации, то довольно любопытно посмотреть на то, как развивалась эта идея. Ведь какие души до печёмного города или помойки, с их тонкими ветхими мостками и ловушками. Благо в демонах эта локация еще не так разрослась, как в последующих играх жанра. Жаль только действительно интересный, а не раздражающий в первую очередь не сочетающийся с задумкой и управлением.
идею стало возможно реализовать не раньше, чем в кольце. Но мы не в кольце, а в демонах все работает по заветам великих стратегов. Хочешь перехитрить врага? Стань им. И вот я уже почти выучила все ходы, больше похожие на крысиные норы, и подобрала наиболее действенные крысиные тактики по уничтожению тварей поодиночке, до того, как они сумеют собраться в группу. Это было действительно долгое и утомительное путешествие, в конце которого я встречаю торговца пиявками. Было мерзко. И больше, чем мерзко, было бессмысленно, потому как босс отлетел за 3 минуты, и за это время он не показал вообще ничего стоящего, оставляя после себя лишь только один вопрос. Вот это вот я ради тебя сейчас сюда шла, час, страдая. Разочаровывающе. Опять. Оборачиваясь назад, я не решусь сказать, что я люблю эту локацию, хотя и считаю ее довольно неплохой по задумке. Такая локация, она должна существовать для того, чтобы подарить игроку ощущение, что он прошел через ад. Но я еще не знала, что истинный ад ждал меня впереди. А впереди меня ждала визитная карточка мистера Миядзаки, путеводная звезда From Software, локация, сошедшая со страниц Библии геймера, верх геймдизайнерской мысли, выходящей из-за границ стратосферы, распространяющей лучи добра и направление к психологу, наверное, каждого, кто побывал в этой локации. А именно, болото. Я страдала. Я понимаю, что где-то там, в темном подвале, прямо под кабинетом Миядзаки, стоит машина, превращающая страдания игроков в живительный эликсир, который помогает мастеру создавать новые болота. Но ни одно болото, созданное студией после, не сравнится с протоболотом из демонов. Оно как протодракон, больше, мощнее и безумнее своих потомков. Останавливаться подробнее на всех мучениях я не стану, но скажу только одно, что в моем представлении болото оно как лакмусовая бумажка удобства игры. И демоны явно не прошли проверку. Там, где уже даже в первых душах я могла довольно шустро маневрировать между островками и тварями на них, то в демонах я попадала в ту самую бесконечную анимацию при наивной попытке кувыркнуться. Причем уходила я в нее в любом раскладе. Стояла я среди ядовитой жижи или же зацепилась мизинчиком левой ноги за область, обозначенную как болото, хоть ее и не было видно. При этом враги по демоническому болоту ходят такие, что от них либо уворачивайся, либо не попадайся на глаза. И вот мы имеем ситуацию, где в трешке в Элдоне можно было вооружиться специальным оружием, чтобы пролететь болото быстро и почти безболезненно. В демонах ты либо нашел нужное кольцо, но для этого у тебя должна быть чисто черная тенденция третьего мира, что зачастую не происходит само собой, либо неминуемая смерть. И ты умираешь бесконечно. То от яда, то от врагов, которые в этом болоте тебя элементарно убивают, потому как на самых опасных из них замедление просто не действует. А если показалось мало, то можно еще и к фантому на этом болоте заглянуть. Попавшим в болото могу, пожалуй, дать только один совет. Если вы решили пробежать болото, не оборачивайтесь. Ну а если говорить про болото в целом, то это опять тот живой организм, на развитие которого довольно интересно смотреть. То, как из обычного мерзкого коридора локация превращалась в зону с загадкой на поиск ключей, будь то жаровни или куски моста. То, насколько опасен или же наоборот несущественно становится яд этих болот. И, пожалуй, самый неприятный я бы все же назвала красную гниль. А то, как накопление эффекта стало работать после кувырка в той же гнили, довольно интересно преобразило штраф за этот несчастный кувырок в болоте. Особенно на фоне убийственной анимации демонов. И благодаря нарастающей подвижности героя разработчики подсовывали в локации все более и более опасных противников. Но даже босс из Элдона не воспринимается мной так же сокрушительно, как обычный тролль из Demon's Souls. Жаль только, что пройдя весь этот болотный ад, босс, ожидавший меня в конце, опять не представлял из себя ничего вразумительного. И вновь как-то даже обидно. Ведь я столько страдала ради этого шортката, который ведет почти напрямую, но во всяком случае по меркам демонов, к боссу. Но зачем? Босс умер за несколько минут. Опустошающе. Зато последний босс локации, Дева Астрея, оказался весьма концептуальным. Позже мы еще встретим призывающих боссов, та же скверная королева Илана из второй части душ. Но столь же яркого призывного противника встретить нам пока больше не удалось. Пусть босс и убивается расстреливанием ее из лука или просто успешным кайтом,
но сразиться с защитником было даже интересно. Не слишком, правда, было интересно узнать, что он отбегает от тебя не просто так, а для того, чтобы прохиляться. А при попытке его в этот момент догнать, он с большой долей вероятности ставит тебе репост и отправляет на костер. Неприятно. Но мне очень жаль, что я так и не встретила полноценного развития этого босса. А тем временем пришла пора последнего неосмотренного мной мира. Обелиск теневого народа. Мир, где мы встречаем первородных скелетов колес. Занятно, что концепция этого врага будет преследовать нас вплоть до кольца, пройдя через стадию обретения колеса и приличного ускорения, а в итоге и вовсе перестав быть скелетами, но научившись плеваться иглами во все стороны. Да, я про Могвинов. Впрочем, я не удивлюсь, если и исконные вариации посетят Элден в DLC. Сложно назвать эту локацию легче второго или третьего мира, ведь бродить над обрывом по узкой тропе, где невозможно даже замахнуться под обстрелом летающих скатов и уворачиваться от скелетов со шпалами, не слишком приятное занятие. И поначалу по скалам было бродить даже приятнее, чем по местному чумному городу. Здесь хотя бы светло. Без особых затруднений я добралась до босса и также без особых проблем с ним разделалась. Хотя судья оказался все же более интересным боссом, чем двое из пятого мира. Будучи чем-то отдаленно похожим на Стража Башни, только обладал более чем одним способом убийства. Но вот приятная часть закончилась. И мучения зашли на очередной круг. После костра нас встречает моб-призыватель, бесконечно спавнящий духов с приличным уроном. В дальнейшем его развитие мы еще встретим в некроманте, поднимающем скелетов в первых душах, так и в улитке из Элдена, но уже более сдержанно. Также, возможно, можно притянуть змеелюдов-призывателей из Dark Souls 3, хотя там призывной моб только один. В той же локации мы, кстати, встречаем нашего спутника на долгие годы. Да, азы крысиного поведения Лоскутика были заложены уже тогда, так же, как и желание столкнуть нас в яму. Но вот квестовая цепочка в демонах его более чем коротка, особенно на фоне последних его приключений. Там же находим монаха и, да, механика «найди и спаси небеси, он тебе еще пригодится» также уже присутствовала в демонах. Но вот мы выходим к тонкой тропе над обрывом. По прохождению игры я до сих пор не могу выбрать, что хуже – болото или эта тропа смерти, где расставлена горстка скелетов, которые всегда готовы доходчиво объяснить, что ты зашел не в тот район, зажимая тебя в углу или просто роняя со скалы. Все это под нескончаемый аккомпанемент из магических стрел с неба. Вновь выбор. Прокачиваем чудеса акробатики для оббегания или титаническое терпение для зачистки пути. И вот, пробежав таки этот момент, ты вбегаешь в темнейшую комнату, и если ты сразу не сваливаешься с моста, то, скорее всего, ты умрешь от магического луча в лицо. А если даже это тебя не проняло, то вот, лови бэкстап от невидимого врага. После мы таки добираемся до еще одного сеанса воздушной гимнастики над пропастью и выходим в предельно неясное место, существование которого вызывает только вопросы. Просто большая пещера с мостами и слизнями, какой-то жижи внизу, где, конечно же, нельзя кувыркаться, и сопровождает все это милые огоньки света, которые взрываются на 2/3 хитов при приближении. И, конечно же, итогом всего этого кошмара – босс. И, конечно же, ни единого шортката. Что же до босса? Старый герой идейно довольно занятный. Слепо реагирующий на шум огромный мужик, периодически впадающий в бешенство. Да, как и многое в реализации кривой, иногда реагирует непонятно на что, и у него слишком много хитов. А так как бить его долго нельзя, иначе поймаешь шпалу лицом, то довольно однообразный бой просто затягивается почти на 10 минут. Но тем не менее, это была интересная задумка. И, к сожалению, я так и не встретила его развития в следующих играх студии. Зато идея следующего босса была использована и не раз. Тот же гигант Йорм или Рикардо из Элдена. Босс, убиваемый конкретным, довольно специфическим оружием, лежащим на арене. Эдакий бой не про тактику, а про эпик. Пожалуй, эта концепция является квинтэссенцией идеи ищущей да обрящет. Жаль только, что в приложении к Королю Штормов бой реализован настолько монотонно, что все задорное аниме на экране тонет во всепоглощающей скуке. Порой ты просто стоишь и ждешь. Но когда же уже наконец босс завернет за этот вот поворот, где его можно будет наконец-то бить?
Оттого только интереснее выглядят все следующие попытки разнообразить и доработать эту идею. Благо, с развитием динамика боя действительно существенно выросла. Наконец, у нас есть возможность сделать еще пару шагов ближе к замку. Еще раз полюбоваться красотами окружения, встретить невероятно похожий на Bloodborne проулок и странные катсцены с чиновником. Останавливаясь на нем, да, я понимаю идею, но поставлена сцена так, что либо это должен был быть уникальный моб, либо первое представление данного врага. Тогда было бы уместно. А после того, как я уже почти собрала сет с этого же моба, выглядит так, будто я прошла игру с конца. Ну и, конечно же, игра снова дала мне шанс словить леща от довольно-таки плотных врагов. Кстати, именно здесь можно найти женщину, торгующую заклинаниями. Пусть они и самые сильные, и не то чтобы являются обязательными, оттого не столь критично ее не найти вовсе. Но то, как это место было закопано и как нужно было додуматься до решения загадки, я понять не могу. Здесь чувство меры явно в очередной раз покинуло разработчиков. Благо в дальнейших играх дела с важными неписями хотя бы чуточку лучше. И вот, наконец, пенетратор. Он же пронзающий в ролокализации. Босс интересный, шустрый, резкий, но так как я освободила Бьора из клыков близнецов, то он прибежал бить босса со мной. И, если честно, я не думаю, что вообще было необходимо в этом бою, так как он вполне неплохо справлялся с избиением гада и без моего участия. Выбора, впрочем, у меня тоже не было, разве что изначально его не спасать. Развитие этой идеи мы потом еще не один раз встретим, как в цепочке квестов Лукутеэль, так и гиганте Йорме и Сигварде. С этой позиции туда же можно отнести и битву с Раданом из Кольца, где этот подход приобрел наиболее выраженную знаковость. Ну а самого же пронзающего и по его катсцене появления, и по его дизайну персонажа мы еще встретим в первой части душ, где его уже будут звать Арториас. И он, конечно же, был побежден. Не стану останавливаться на длинной пробежке сквозь бомжей и мосты с драконом. Ничего существенно нового нам это не приносит. Разве что это очередной шанс несчастного дракона победить, если запастись стрелами и особенно терпением. Этим же мы, кстати, еще будем запасаться в первой части душ, чтобы отстрелить хвост тамошнему дракону. С этой позиции, возможно, великая драконица из Элдена выглядит как оммаж к местным несчастным драконам, которых также медленно и мучительно приходится ковырять. Ну а следом мы встречаемся с королем Аланом, протоисином, сиром Алоном или понтификом, да хоть Маленией. Сравнение тут зависит от того, у кого чего больше горит, потому как это тот самый концепт. Босс – боль. Нас встречает быстрый, весьма упитанный дед с чертовски сильными атаками, нарочито отказывающийся давать тебе передышку, что само по себе уже необычно для Demon's Souls. В целом король буквально на голову обходит всех предыдущих боссов, но тем не менее не превращается в бездумную спам-машину с неадекватными таймингами, обладая довольно вменяемыми окнами как для атак, так и для отхила, пусть и нечастыми. Эдакий экзамен, повторение пройденного с модификатором X2. И, возможно, баланса ради, но король был самым читаемым боссом из всех представленных в демонах. Но, к сожалению, и здесь не без проблем. Как вишенка на торте у Аланы есть великолепнейшая способность. Босс вытягивает уровни. И, пожалуй, этот прием является квинтэссенцией той бессмысленности, что мы раз за разом наблюдали в демонах. Усложнять игру при проигрыше. А не будь этого навыка, я бы даже сказала, что это хороший босс. Благо, больше такого мы и не встречали в играх From Software. Максимум, что встречалось, это моб, вытягивающий озарение в Bloodborne, что неприятно, но не влияет напрямую на твою эффективность. Бой с дедом был мучительный, опять же по меркам демонов. И самое сложное в нем, как всегда, не сам бой, а как раз бесконечно долгая тропа до этого босса, где подниматься на одном только лифте нужно почти минуту реального времени. Но путешествие уже подходит к концу. Все миры осмотрены, все боссы убиты. И тебя вместе с твоими душами на 3 уровня уносит водоворот катсцен без возможности их вложить. Прямиком к последнему боссу, настоящему воплощению короля. И полагаю, эту же идею Миядзаки пронес как минимум через всю душевную серию, да и в Bloodborne. Что самый последний босс, он скорее про эмоцию, а не про механику. Потому как удивляться невероятным мувсетом в этом бою уж точно не приходится. Ну а что же до самой концовки и непосредственно ее выборе,
Этот процесс совершенно не пыщет разнообразием, но уже обращается к размышлениям о вреде стагнации. И опять же радостно, что в дальнейшем студия начала собирать игры, где концовка — это множественное решение на пути, а не единственный выбор в его конце. Кстати, после того, как вы наконец приняли решение, игра закончится и вас просто сходу закинет на НГ+. И да, вложить души все еще будет невозможно. Ну а подытожив, могу сказать, что была рада посмотреть на истоки, благодаря чему смогла оценить, в каких именно моментах жанр вырос, как развивались идеи боссов и обычных врагов, на то, чем были когда-то локации, как дополнялись идеи отдельных из них и как в целом медленно, но верно из игры вырезаются области духоты. И не менее интересно и неожиданно было увидеть у Demon's Souls свое весьма выразительное лицо. Игра отличается от остальных релизов студии не только своей невероятной кривизной и монотонностью, но и уникальной атмосферой. Пожалуй, для меня демоны, как и последующий первый Dark Souls, еще несет в себе частичку обаяния ручной работы. К третьей части мы уже бесповоротно теряем этот аспект. Но особенно любопытно было посмотреть, как из неудобной, ограниченной и довольно зло относящейся к пользователю игры каждый новый релиз все лучше и лучше прорабатывал основные системы, добавлял все больше условий и вызовов от мира, и давая при этом все новые возможности затачивать персонажа под себя, расширяя арсенал и его синергию, отчего игрок получает выбор, будет он проходить игру сложно или же отправиться по сюжету простым путем. Та же капля в Элдене явный тому пример. И на мой взгляд, это и есть эдакий иной подход к развитию сложности и погружению, отчего игры становятся интереснее и реиграбельнее. И, наверное, именно это и позволяет From Software двигать жанр вперед. Всем спасибо за внимание. Буду рада лайкам и комментам. И до скорых и новых встреч.